Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре вот этот вот портативный MIDI-контроллер от компании Arturia, который называется Minilab 3. Это абсолютно новый MIDI-контроллер, премьера которого произошла в середине октября, и он совсем недавно появился в продаже. И давайте посмотрим, так сказать, на него, на его органы управления. И также самый часто задаваемый вопрос — это его сравнение с предыдущей версией Minilab Mark II, который у нас тоже вот здесь рядышком лежит на столе. Итак, у нас здесь двухоктавная клавиатура в наличии, которая является velocity-чувствительной. И также у нас здесь 8 пэдов, которые являются тоже velocity-чувствительные и также имеют функцию после нажатия. То же самое на предыдущей версии, двухоктавная клавиатура и 8 пэдов. Дальше у нас уже пошли отличия. У нас есть 8 энкодеров, в предыдущей версии у нас было 16 энкодеров, но зато у нас здесь есть 4 фейдера. Плюс ко всему у нас здесь есть на новой версии мастер-фейдер, который можно и вращать, и можно кликать, и удобный, такой симпатичный, довольно яркий экранчик, который отображает все параметры во время их манипуляции. Собственно, на предыдущей версии этого нет. Ну и также у нас здесь присутствует, естественно, такая фирменная артуревская фича, замена традиционным синтовым Mod Wheel и Pitch Wheel. Такие вот сенсорные полоски, ну, собственно, Mod — сенсорная полоска, модуляционная и Pitch. И обратите внимание, когда я вот прикасаюсь к любым из этих параметров, на экранчике сразу отображается автоматически данный параметр, что, на мой взгляд, очень удобно. Ну и что касается задней панели, подключается этот MIDI-контроллер к компьютеру по USB-C, то есть здесь у нас USB-C вход. Также у нас есть 5-штырьковый MIDI-выход для подключения этого контроллера к компьютеру, либо к какому-то хардовому синтезатору. Ну и есть вход для педали сустейна. Ну и прежде чем мы поиграем и издадим какие-то звуки, я хочу сказать одну очень важную вещь. Главной фишкой этого контроллера является его нативная бесшовная интеграция с 5 самыми популярными DAW. К ним относятся Logic, Ableton, Bitwig Studio, FL Studio и Reason. То есть здесь в прошивке прописаны скрипты для того, чтобы вот вы просто подключаете к компу, запускаете вашу любимую DAW, в моем случае это Ableton, и, собственно говоря, у вас начинается абсолютно полная бесшовная интеграция, и вам ничего не надо даже назначать, ничего мапить. И сейчас давайте мы это проверим. Ну вот я запустил проект в Ableton, открыл Analog Lab, это VST, такой синтезатор, тоже от компании Arturia, и мы можем, вот обратите внимание, очень удобно манипулировать всеми пресетами. Во-первых, при помощи вот мастер-энкодера этого черного мы можем переключать пресеты, при этом на экранчике все отображается. Кликаем на энкодер, выбираем следующий пресет. Давайте послушаем, как он звучит. Какие-то стринги, давайте вот
вернемся к электропиано. И, ну вот, обратите внимание, Velocity — чувствительная клавиатура. Также можно играть на пэдах. Они тоже являются Velocity чувствительными. И теперь при помощи вот всех этих органов управления, энкодеров и фейдеров мы можем манипулировать тембром звука, эффектами и так далее. Как вы видите, все на экране дублируется. То есть вот эта вот интеграция, она дает абсолютно такой, ну, дает полное ощущение того, что вы играете на настоящем хардовом синте. Особенно для людей, кто не любит кликать мышкой, а любит именно тактильное ощущение. Я думаю, что это будет прям очень и очень удобно. Ну, давайте вот на другую MIDI-дорожку мы перетащим какой-то барабанный бит. И теперь, собственно, все эти пэды у нас превращаются, по сути, в драм-машину. Я не особо хороший фингер-драмер, но смысл, я думаю, что вы поняли. Ну и также вот в Ableton, вот при помощи всех этих энкодеров, я могу управлять непосредственно параметрами звуков. Также должен сказать, что этот MIDI-контроллер работает в двух режимах. Переключаются эти режимы при помощи кнопки Shift и нажатия одного из пэдов. Вообще у нас пэды имеют несколько функций. Они вот обозначены здесь различными рисунками, такими иконками. То есть вот Shift и этот пэд — это у нас стоп, этот play, этот рекорд, этот тэп-темпо, то есть можно натэпать темпо, это можно активировать и деактивировать и луп. И вот если мы нажимаем Shift и вот этот пэд, то мы переключаемся между режимами Arturia, то есть интеграция с плагином, и режимом DAW, интеграция непосредственно с нашей DAW, в данном случае Ableton. И вот смотрите, я могу теперь при помощи мастер-энкодера переключаться по сценам, могу их там запускать, останавливать, могу при помощи фейдеров я регулировать вот сэнды, громкость, панораму, ну и так далее, различные параметры. Также вот в данном барабанном сетапе, в драм-реке, ну вот как вы видите, я могу при помощи энкодеров регулировать вот эти макросы и параллельно играть на пэдах или на клавишах и, собственно, записывать какие-то барабанные звуки, барабанные биты. И, по-моему, это очень и очень удобно. Кроме двух режимов работы нашего MIDI-контроллера, как я вот только что показал, переключаемого Shift и этим пэдом, режим DAW и режим Arturia, интеграции с плагинами, у нас есть также два режима работы пэдов. Переключаются они при помощи Shift и вот второй пэд, вот написано банк А и Б. Если у нас включен вот банк Б, у нас пэды подсвечены сереньким, и как на драм-машине мы можем играть. Включаем другой режим, и теперь при помощи пэдов мы можем выбирать различные, собственно, треки, и можем назначать на запись. И, в принципе, как бы таким вот образом мы можем манипулировать нашей DAW ну, гораздо более полноценно. Одна из тоже классных функций, которые сюда встроены, это арпеджиатор. Арпеджиатор здесь достаточно продвинутый, и включается он при помощи кнопки Shift и вот первого пэда. Арпеджиатор on, off, мы переключаем. И давайте послушаем. При помощи кнопки Hold мы можем, собственно, сделать так, чтобы мы могли убрать руку с клавиатуры, и арпеджиатор звучал. Ну и если мы зайдем в меню настроек арпеджиатора, то мы можем весьма гибко настраивать различные параметры. Ну, во-первых, можно его включить-выключить. Во-вторых,
можно регулировать различные варианты проигрывания, то есть вариант снизу вверх, сверху вниз, туда-сюда, как маятник, рандомное проигрывание. Давайте вот послушаем. Включим hold режим. Также вот сейчас вы услышали, это был выбор различных вариантов длительностей. Там, в принципе, представлены все длительности, и 8, и 16, и 32, включая все триоли. Также мы можем свингом управлять. Сейчас я менял ширину гейта. Также можно управлять непосредственно метрономом и ставить либо внутренний метроном, здесь встроенный в MIDI-контроллер, либо внешний, синхронизированный с нашей DAW. Ну и также можно количество октав выбирать. От 1 до 3 октав. Вот такие вот, на мой взгляд, очень гибкие настройки можно сделать у данного арпеджиатора. Еще одна классная фишка, которая здесь встроена, это режим аккордов. То есть Chord Mode, активируется он вот таким вот образом. Мы нажимаем Shift и кнопку Hold. И потом мы удерживаем, нажимаем какой-то аккорд, несколько нот. И теперь при нажатии одной клавиши он у нас запомнил этот аккорд, и мы можем его транспонировать по всей клавиатуре. Очень прикольная тема для каких-то там электронных, хаусовых битов. И плюс ко всему, вот этот вот Chord Mode, режим аккорда, он дружит с арпеджиатором. То есть если я при этом активирую сейчас арпеджиатор, то я смогу его играть одним пальцем. И он будет также транспонировать данный аккорд, выбранный мной. По-моему, это очень классная функция. Ну и в качестве заключения хочется сказать, что, во-первых, это очень компактный MIDI-контроллер, который влезет практически в любой рюкзак. Его удобно таскать с собой. Питается он от компьютера по USB. Никаких дополнительных блоков питания для него не нужно. То есть, в принципе, можно и в самолете, и в поезде его использовать. По дизайну очень стильный. Такие вот здесь прикольные по бокам вставочки под дерево. Что касается органов управления... Шикарная, на мой взгляд, такая вот мини-клавиатура, velocity чувствительная, также пэды velocity чувствительные, энкодеры, фейдеры, то есть те, кто любит именно писать музыку, основываясь на свои тактильные ощущения, я думаю, что этот MIDI-контроллер им зайдет. Также бесшовная интеграция с 5 самыми популярными DAW. Это, по-моему, очень круто. Работать с Ableton удобно, я уже проверил. Также интеграция с VST-синтезаторами от компании Arturia. Вот на примере их аналог Lab мы уже показали. Но и, в принципе, с любым синтезатором из V-Collection тоже будет он отлично работать. Из минусов я бы сказал... немножко неудобно то, что вот нужно постоянно переключать режимы работы пэдов. То есть, вот, например, я захотел что-то сыграть, потом, если мне надо порулить какими-то параметрами DAW, то есть мне надо переключить в режим DAW, покрутить, потом обратно вернуться в режим Arturia, покрутить синт. Вот это вот как бы постоянная необходимость переключать эти режимы, это немножечко неудобно. Но я думаю, что это компромисс, который мы платим за вот такие компактные небольшие размеры. В целом, отличный MIDI-контроллер, и я бы его рекомендовал любым начинающим и не только начинающим, а весьма профессиональным продюсерам. Друзья, пишите в комментариях, какой ваш любимый MIDI-контроллер.
при помощи которого вы пишете музыку. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч, увидимся. На ночь очень удобно, знаешь, на прикроватном столике ты положил телефон. Я прям кайфую от этой темы. Просто беспроводная зарядка. Ребят, это не тот канал, это не гаджеты, это музыкальный. Да, поехали. Звук включать или еще рано? Да, включай. Да, включай. Поиграй, я проверю.